Уважаемые коллеги, добрый день. У нас в качестве основного вопроса стоит тема развития опорной сети аэропортов. Поговорим после обмена оперативной информацией. И вначале я хотел бы вопрос Анне Евгеньевне Цивилевой по поводу социального обеспечения наших ребят, которые получили травму в ходе СВО и остались на военной службе. Первый, и потом мне при встрече с членами семей, прежде всего семей, которые потеряли своего мужа и отца в ходе специальной военной операции, вопрос по вдовам и получению ими образования, среднего, специального и высшего образования. Мы, женщины, ставили вопрос о том, чтобы создать условия для того, чтобы они могли учиться и получить нужное им или нужную переподготовку, либо первичное образование. Анна Евгеньевна, как по первому и по второму вопросу? Какое-то движение есть у нас? Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, добрый вечер. Действительно, многие участники специальной военной операции, несмотря на то, что получили тяжелые ранения и инвалидность, принимают решение остаться служить в рядах вооруженных сил или других силовых ведомств. Это особая категория ветеранов СВО, которым нужна наша поддержка как государства. В настоящее время Фонд «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов специальной военной операции, получивших инвалидность и уволенных с военной службы, новейшими техническими средствами, реабилитациями. Также мы проводим доплату по электронному сертификату, выданному Социальным фондом России, адаптируем дома наших героев под индивидуальные потребности и даже выдаем автомобили с ручным управлением. Кроме того, выдаем спортивные протезы для занятий адаптивным спортом и многое-многое другое. И я предлагаю распространить данные полномочия Фонда «Защитники Отечества» на действующих военнослужащих Министерства обороны и всех других силовых структур, участников специальной военной операции, имеющих статус ветерана боевых действий, которые получили инвалидность. Я уже озвучивала этот вопрос в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта под вашим, Владимир Владимирович, председательством. И тогда вы поддержали нашу инициативу, которая предусматривает внесение изменений в указ о создании фонда. Считаю, что это решение будет правильным и позволит создать для наших защитников Отечества комфортные условия и для работы, и для службы, и для занятий спортом и патриотическим воспитанием молодежи. Кроме того, вы абсолютно правы, Владимир Владимирович, мы получаем также многочисленные обращения от вдов погибших героев, которые, несмотря на тяжелую утрату, сохраняют активную жизненную позицию и хотят работать, чтобы поднять на ноги своих детей. У них есть большой запрос на получение образования. И сегодня нормами действующего законодательства предусмотрены льготы по получению образования только для участников СВО и их детей. Поэтому предлагаю распространить эту меру поддержки и на вдов погибших участников СВО, предоставив им в том числе право на поступление в учреждения высшего и среднего профессионального образования по отдельной квоте. Это не только поддержит сами семьи героев, но и даст возможность строить им достойное будущее. Спасибо за внимание. Да, вы знаете, и первое, и второе, безусловно, нужно сделать. Я поддерживаю, прошу проработать с коллегами, если нужно, с ведомствами правительства. Но вот что касается вдов погибших наших ребят, да, наших товарищей, надо посмотреть пошире на этот вопрос. Но вот женщина пойдет учиться, да, может и дети есть, а как она будет существовать, и семью содержать? Вот я понимаю, все там положенные выплаты получат, но тем не менее надо внимательно посмотреть на то, как обеспечить процесс обучения и что может быть еще сделать дополнительно, чтобы их поддержать.
У меня сейчас нет каких-то конкретных предложений. Это просто мне сейчас, вот прямо вот сейчас, когда мы с вами обсуждаем, в голову эта идея пришла, и думаю, что она имеет под собой определенные основания, эта идея. Мы же говорим, допустим, о поддержке молодых семей, студентов, когда у них дети появляются. И вообще по целому ряду позиций помогаем людям, которые получают образование. Ну а здесь особый случай. Повторяю, может быть и достаточно всего, что есть. Просто я вас прошу вместе с коллегами из правительства это проанализировать. И потом доложить мне, пожалуйста. Ладно? Хорошо, будет исполнено. Да, спасибо. Так, теперь совсем другой вопрос. Я просил коллег из правительства, из Минтранса, в том числе, к 1 июля подготовить проект и получить заключение глав госэкспертизы по поводу строительства высокоскоростной магистрали Москва-Санкт-Петербург. Как работа идет, Виталий Геннадьевич? Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги, в феврале 2024 года по итогам совещания в Верхней Пышме вы дали старт строительству первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург. В соответствии с вашими поручениями организована системная работа по реализации проекта высокоскоростной магистрали. И далее, для краткости, я буду называть ее ВСМ. На площадке Минтранса России действует проектный офис, на котором министр транспорта в еженедельном режиме рассматривает все текущие вопросы реализации проекта. Технологические и технические решения обсуждаются с привлечением экспертного сообщества в рамках рабочих групп АО РЖД, научно-технического совета Минтранса России. Разногласия и ключевые стратегические развилки проекта мы разбираем один раз в 2 недели на площадке Координационного центра правительства под моим председательством с участием всех заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, глав субъектов и организаций. С момента моего прошлого доклада вам в декабре 2024 года правительством Российской Федерации завершены ключевые финансовые и организационные процедуры по проекту ВСМ. В декабре 2024 года в соответствии с условиями концессионного соглашения первое сформирован синдикат банков с участием Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Совкомбанка. Подписано соглашение о привлечении внебюджетного финансирования. Второе. Подписано соглашение по участию регионов в формировании акционерного капитала проекта. Третье. Концессионером заключен договор на строительство инфраструктуры ВСМ с генеральным подрядчиком в лице ООО РЖД. По состоянию на сегодняшний день организационный этап пройден, проект полностью структурирован и обеспечен всем необходимым финансированием. Хочу поблагодарить Сергея Семеновича Собянина, Германа Оскаровича Грефа и Олега Валентиновича Белозерова за их активную вовлеченность во все аспекты реализации проекта ВСМ. Мы находимся на завершающей стадии проектирования трассы ВСМ и проходим согласование документации в главгосэкспертизе. Работа с проектной документацией ведется по всем 7 этапам строительства. Подготовлено более 5000 томов проектной документации. В работе задействовано свыше 5200 специалистов. Это работники РЖД, проектной организации Росжилдорпроект, главгосэкспертизы, а также технического эксперта. Это Академия ВСМ Российского университета транспорта. Отмечу, что данная академия создана в 2024 году в рамках федерального проекта «Передовые инженерные школы Миноборнауки» с целью подготовки кадров для ВСМ. И сегодня в академии уже обучается 102 студента по профильным техническим специальностям. Критически важным для реализации проекта ВСМ станет строительство тестового участка трассы от Зеленограда до Твери протяженностью 129 километров. Участок включает в себя 6 и 7 этапы проекта и будет завершен в 4 квартале 2027 года. Он станет опытным полигоном для проверки всех систем отечественного высокоскоростного поезда, разрабатываемого на заводе «Уральские локомотивы» группы «Синара». Поставка первых 2 поездов синхронизирована со строительством данных участков.
Принципиальные решения по оптимизации сроков и стоимости строительства 7-го использовались при разработке проектной документации с 1 по 6 этапы строительства. В настоящее время проектная документация по всем 7 этапам проходит экспертизу. Отмечу, что многие заложенные технические решения ранее при строительстве транспортной инфраструктуры в нашей стране не применялись. Наземные инженерные сооружения, эстакады и насыпи должны выдерживать нагрузку на высоких скоростях. Инфраструктура и поезд должны работать как единое целое. Как уже отметил ранее, все технологические процессы будут отработаны на тестовом участке от Зеленограда до Твери. В процессе реализации такого сложного проекта возникают отдельные затруднения, требующие углубленной проработки. Новации и технические решения, сложная структура финансирования и большой объем проектной документации привели к сдвижке сроков прохождения главэкспертизы. При этом для тестового участка смещение сроков выхода из экспертизы составит около 2 месяцев. Исходим из того, что перенос срока выхода из экспертизы проектной документации не повлияет на сроки строительства и сдачи проекта. Для обеспечения плановых сроков строительства ВСМ заключены договоры и развернуты подготовительные работы на всем протяжении тестового участка от Зеленограда до Твери. Ведется переустройство инженерных коммуникаций, линий электропередач, газораспределительных сетей, нефтепроводов и других объектов. Организовано строительство 6 производственных баз, 12 площадок для складирования инертных материалов и 38 строительных городков. Начато устройство временных автодорог. Стартовали работы по пробному погружению свай на 9 объектах мостовых переходов. На текущий момент в подготовительных работах задействованы почти 2000 строителей и свыше 400 единиц строительной техники. В рамках заключенного с РЖД договора генерального подряда утвержден план-график строительных работ. Представлен график финансирования, в том числе контрактов на поставку ключевых элементов инфраструктуры, таких как железобетонные плиты, рельсовая продукция, устройство автоматики, телемеханики и сигнализации. До конца текущего года будет выплачено 324 миллиарда рублей авансов. Утвержденная документация по планировке территории всех этапов строительства инфраструктуры ВСМ, в соответствии с которой будет предоставлено почти 7700 земельных участков. В настоящее время ведутся необходимые по закону процедуры почти по 2000 земельных участков. Совместно с регионами осуществляется работа по взаимодействию с населением, включая урегулирование вопросов компенсации стоимости имущества. Работа по оформлению земельных участков синхронизированы с графиком строительства. Создание высокоскоростного подвижного состава находится под контролем министра промышленности и торговли Антона Андреевича Алиханова. Работы ведутся в соответствии с заключенными договорами. До 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов. До конца 2028 года на маршруте будет эксплуатироваться 28 поездов с поэтапным увеличением их количества в соответствии с договором поставки. Максимальная скорость поезда будет достигать 400 км в час, а скорость в эксплуатации составит 360 км в час. Новая магистраль позволит сократить время пути между городами до 2 часов 15 минут. Ожидается, что пассажиропоток на маршруте составит не менее 23 миллионов человек по итогам 2030 года. В соответствии с вашими поручениями производителю оказаны все необходимые меры государственной поддержки. На текущий момент производителем ведется заключение договоров с российскими производителями комплектующих для будущего поезда. Налажена работа более чем со 150 российскими производителями комплектующих в 36 субъектах Российской Федерации. По состоянию на май 2025 года разработаны и изготовлены опытные образцы электродвигателя, тормозных дисков, колес и других ключевых компонентов. Заводом «Уральские локомотивы» изготовлена и испытана рама тележки. В сентябре будет произведена сварка первого шва кузова разрабатываемого отечественного подвижного состава. Совместно с руководством Минтранса и Российских железных дорог в марте нынешнего года были на заводе «Уральские локомотивы», где ознакомились с ходом работ по строительству новой площадки и производству элементов будущего поезда для ВСМ.
Уважаемый Владимир Владимирович, правительством организована системная работа по созданию и вводу в эксплуатацию инфраструктуры ВСМ и высокоскоростного поезда в установленные вами сроки. Напомню, что проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург – первый из 5 утвержденных вами проектов. После опыта тестовой эксплуатации в 6-7 участке станет понятно, как будет развиваться сеть ВСМ в целом. В соответствии с утвержденным вами планом будут построены ВСМ от Москвы до Минска, Екатеринбурга через Казань, до Адлера и Рязани. В 2045 году протяженность сети высокоскоростных магистралей превысит 4500 километров. Мы уже сейчас ведем проработку этих проектов ВСМ и готовы будем доложить их основные параметры. На всей сети ВСМ будет курсировать до 300 поездов, что создаст стабильный заказ для предприятий машиностроения на десятки лет вперед. Будущая сеть ВСМ повысит качество жизни наших граждан и обеспечит взаимосвязь крупных агломераций с населением свыше 100 миллионов человек. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас несколько вопросов, которые мы с коллегами хотели бы обсудить с вами в закрытой части. Благодарю за внимание. Доклад закончен. Хорошо, спасибо. Виктор Евгеньевич, у меня вопрос-то все-таки остается прежним. Когда будет завершено проектирование и получено заключение госэкспертизы? Владимир, в целом, вот я сказал, что идет отставание на 2,5 месяца. В целом у нас есть отставание, оно не повлияет на окончательный срок ввода. Мы планируем все окончание экспертизы закончить 15 сентября. Причем по 7-му этапу мы выйдем до конца июля из экспертизы. По 6-му этапу до 21 августа и остальные этапы мы собираемся закончить в сентябре месяце. Пока мы ведем эту работу совместно, есть вопросы, но мы их все решаем. Ладно, хорошо, 15 сентября, да? Да. Хорошо. Это источники финансирования, они у нас разные. Бюджет, взносы регионов, негосударственные фонды и так далее. Они подтверждены? Да, все подтверждены, все договоры подписаны. Хорошо, спасибо. И по реализации каждого проекта, о котором мы сейчас сказали, в рамках всего строительства ВСМ, когда, вы думаете, вы могли бы представить предложение по срокам и параметрам? У нас есть проработка, я даже сейчас могу назвать цифры, это общий объем капиталовложений на инфраструктуру, количество поездов, которые нам требуются. Мы проработали практически каждый из 4 оставшихся проектов. Я думаю, что более детальную и глубокую проработку мы определим после ввода 6-го и 7-го участка, то, о чем я сейчас сказал, это от Зеленограда до Твери участок 129 километров, где пройдет испытание поезда. Нам очень важно посмотреть, как будет в работе работать полотно и новый поезд, с которым мы просто еще пока не имели опыта работы. Я думаю, в течение года, Владимир Ильич, мы представим уже более конкретные предложения. У нас уже есть наметки, какая следующая будет магистраль. Мы можем даже раньше доложить вам предварительные результаты нашей группы, потому что мы все вместе работаем. Я назвал участников. На участие в проекте принимают очень много людей. Мы проводим в координационном центре постоянно эти совещания. Мы имеем представление сейчас, как будет развиваться инфраструктура и сколько потребуется подвижного состава. Просто нам надо понять, как это будет совместно работать, чтобы можно было каскадировать и масштабировать этот проект. Ну, то есть, вы сказали, в течение года, это значит весной следующего года примерно, да? Я думаю, весной следующего года мы сможем вам доложить, да, потому что работа ведется, и у нас уже будет более детальная проработка каждого проекта, и мы вам предложим очередность этих проектов, исходя уже из наших возможностей, чтобы и люди, которые получат опыт работы, инженеры, наши компании, предприятия, мы не должны останавливаться точно, потому что, наверное, будет неправильно, если мы проведем проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург и сделаем какой-то перерыв. Мы должны сделать бесшовную программу, которая будет переходить на другие проекты на ВСМ. Мы видим, как развивается Китай, там строят в год 3-4 тысячи километров. Это самая такая серьезная стройка в мире. В Китае построено более 40 тысяч километров высокоскоростных дорог. Мы изучаем опыт европейских стран.
Поэтому мы видим все риски, с которыми они сталкиваются. Поэтому, Владимир, мы работаем активно. Нам надо просто сейчас убедиться, что у нас и поезд будет нормально работать на таких скоростях, и земляное полотно, которое будет в отдельных местах достигать высоты 12 и более метров. Хорошо, все правильно излагаете. Весна следующего года заканчивается в конце марта 26-го. К этому времени я надеюсь получить у вас и конкретные предложения по срокам и параметрам каждого проекта в рамках ВСН. Принято, Хорошо, спасибо. Да, спасибо. Значит, вот сейчас говорили про зиму, так вот она у нас вроде как не скоро, но, судя по погоде, может и быстро наступить. В любом случае, о Северном завозе пора уже говорить сейчас. Завоз осуществляется у нас давно, и пунктов приема соответствующих товаров у нас достаточно много. В 21 регионе они находятся. Как работа эта начинается? Алексей Олегович. Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. С 1 апреля 2024 года в 21 регионе России реализуется федеральный закон о Северном завозе. Докладываю о результатах первого года работы закона и текущей ситуации. Первое. Утвержден новый порядок планирования Северного завоза. Сейчас планирование осуществляется на 3 года. То есть сейчас мы реализуем уже план 25, 26, 27. План завоза на 2024 год был 3,4 миллиона тонн, был выполнен на 105%. На текущий год запланированный объем Северного завоза составляет также 3,4 миллиона тонн. Это 2 миллиона тонн угля, 1 100 000 тонн нефтепродуктов и 300 000 тонн продовольствия, товары народного потребления, медикаменты, стройматериалы. По состоянию на 1 июля выполнено 103% плана, как по закупке, так и по фактическому завозу. Это 1,5 миллиона тонн. Уровень выполнения годового плана составляет 44%. Исполнение идет в графике с учетом того, что основной объем завоза осуществляется в навигационный период, когда северные акватории свободны ото льда. Второе. Правительством определен федеральный координатор Северного завоза, это Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, и единый морской оператор, акционерное общество «Росатом Арктика». Единый морской оператор будет осуществлять регулярные каботажные перевозки между морскими портами по регулируемым тарифам. В текущем году стартовал пилотный проект в Чукотском автономном округе, и на основе опыта, полученного в ходе пилотного проекта с 2026 года, деятельность единого морского оператора будет расширена на другие регионы. Третье. Введена приоритетная перевозка грузов Северного завоза. Спасибо здесь Минтрансу и РЖД. Мы вместе с ними, с регионами и транспортными компаниями наладили оперативный мониторинг доставки социально значимых грузов в смешанном железнодорожно-водном сообщении. В результате за год количество контейнеров с рисками срыва сроков поставки снизилось в 37 раз. Если весной 2024 года у нас 1500 контейнеров были в красной зоне с риском вовремя не быть доставленными в пункты назначения, то сегодня таких контейнеров было 40. Буквально мы знаем каждую индивидуальную единицу и стараемся эту цифру привести к нулю. Четвертое. Начата работа по созданию цифрового двойника Северного завоза, федеральной государственной информационной системы в ГИС «Северный завоз». Система позволит осуществлять формирование плана, контроль исполнения, мониторинг движения грузов, выявление рисков сбоев в поставках, а также построение оптимальных по цене и скорости маршрутов. До конца года будет запущен первый модуль системы. Информационную часть программирует также дочерняя структура Росатома. Пятое. Правительство определило опорную сеть транспортно-логистической инфраструктуры Северного завоза. В нее вошли 345 объектов. Это автомобильные дороги, железнодорожные станции, морские порты, аэропорты, реки. С 2026 года законом предусмотрено финансирование содержания объектов опорной инфраструктуры в размере 100% от установленных нормативов финансовых затрат.
И в части финансирования Северного завоза в 2025 году для 14 субъектов установлены отдельные лимиты казначейских кредитов на осуществление завоза этого года общим объемом почти 13 миллиардов рублей. Сразу был установлен лимит 10 миллиардов, и еще 2,8 миллиарда были добавлены Минфином по просьбе регионов. На сегодняшний день практически 10 миллиардов рублей уже использованы. Лимиты выбрали Республика Саха-Якутия, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Магаданская область. Но очевидно, что вопросы к финансированию еще у ряда регионов остаются. Ряд субъектов отметили рост затрат на финансирование завоза, обусловленный ростом процентов по кредитам. Так, в Якутии, например, растет объем выпадающих расходов ресурсоснабжающих организаций, которые не учтены в тарифах на тепло и электроэнергию. В настоящий момент эти затраты частично покрываются из лимита казначейских кредитов. И в соответствии с вашим поручением, уважаемый Владимир Владимирович, до 1 августа будет определен объем компенсации, выравнивания на сбалансирование бюджетов. И в завершение еще о двух направлениях работы. Первое – это ежегодно растет потребность в дноуглублении. Касается как морских акваторий, так и рек. В настоящее время по вашему поручению идет разработка финансово-экономической модели трансарктического транспортного коридора. Это комплексная система, которая включает как Севморпуть, так и внутренние водные пути, железные дороги, зимники. В рамках этой работы будет подготовлены предложения по созданию отечественного дноуглубительного флота, который позволит расширить возможности для северной навигации. И последнее, ключевым фактором для обеспечения долгосрочной надежности северного завоза, конечно, является флот. Водный транспорт обеспечивает более 90% от совокупного объема доставки. Сегодня в осуществлении северного завоза задействовано 444 судна, 172 морских и 272 речных. Качество этого флота напрямую влияет на стоимость фрахта и надежность поставок. Мы проанализировали структуру флота и вместе с Минпромторгом, с Росатомом и судовладельцами готовим программу обновления флота, используемого для северного завоза. Работа по повышению эффективности северного завоза будет продолжена. Доклад окончен. Хорошо, спасибо. У нас на связи должны быть Якутия, Камчатка, Чукотка. Вопрос к коллегам. Арсений Сергеевич, Владимир Викторович и Владислав Гареевич. Есть какие-то комментарии или вопросы? Уважаемый Владимир Владимирович, можно добавить? Пожалуйста, Арсений Сергеевич. Уважаемый Владимирович, годовой план северного завоза у нас по Якутии составляет 1 400 000 тонн. Это почти 40% северного завоза всей страны. На сегодняшний день у нас завезено 753 000 тонн. Наиболее остро сейчас, конечно, стоит у нас вопрос летней навигации. Мы в навигацию летнюю по рекам должны доставить 635 000 тонн. Из них на сегодняшний день уже фактически завезено 157 000 тонн. И для финансирования завоза в навигацию мы мобилизуем в этом году порядка 39 миллиардов рублей. Из них на 1 июля мобилизовано 29 миллиардов 200 миллионов рублей, в том числе вот за счет специальных казначейских кредитов, которые с этого года появились на северный завоз, 4 миллиарда 900 миллионов рублей. Здесь хотел бы, конечно, поблагодарить и правительство страны, Юрия Петровича Трутнева, Минвосток и Минфин за это решение и поддержку. Ну, конечно, мы все регионы надеемся, что в дальнейшем объемы лимитов этих кредитов в следующие года будут только увеличиваться. На текущий момент у нас есть дефицит финансирования завоза, порядка 9,5 миллиардов рублей. Мы сейчас работаем с нашими крупнейшими банками страны по привлечению кредитов для наших жизнеобеспечивающих предприятий, которые завозят топливно-энергетические ресурсы в первую очередь. Конечно же, из-за изменения условий кредитования в этом году это все достаточно идет сложно. Ставка по кредитам на уровне 25-26% годовых, и расходы на уплату этих процентов не учитываются потом полностью в тарифах. Ну и в конечном итоге это ведет к росту потребности в бюджетном субсидировании межтарифной разницы по этим предприятиям. У нас она и так очень большая, по 2025 году уже почти 50 миллиардов рублей. Решением могло бы стать субсидирование части процентной ставки по коммерческим кредитам участникам северного завоза для государственных и муниципальных нужд в размере 3/4 ключевой ставки Банка России. Этот вопрос мы с Антоном Германовичем
прорабатываем, и с Минвосток развития. Потребность тогда в федеральных средствах именно на компенсацию процентных ставок составит по году этому, по нашим расчетам, порядка 1 300 000 000 рублей. Уважаемый Владимир Владимирович, вы прекрасно знаете, что каждый день летней навигации сегодня на счету невосполним с точки зрения расходов на северный завоз. И просил бы поручить, во-первых, проработать месячный срок вопроса субсидирования из бюджета части процентной ставки по аналогии с решениями, которые принимались в период пандемии в 2020 году по кредитам участников северного завоза для государственных и муниципальных нужд. Ну и мы с Минфином сейчас, вот и Алексей Ильич про это сказал, ведем переговоры по итогам исполнения бюджета региона за первое полугодие, предусмотреть дополнительные средства через дотации на сбалансированность, и просил бы здесь тоже поддержки в ближайшее время бюджету республики. Спасибо, доклад закончен. Хорошо, ну надо с ведомствами поработать, с Минфином надо поработать отдельно, конечно, прямо сейчас. У нас на связи есть, ну сейчас я коллег еще послушаю из регионов, потом Минфин, если у нас есть на связи Минфин, да? Да, Владимир Владимирович, добрый день. Да, сейчас, одну секундочку, сейчас тогда мы, коллеги еще из Камчатки, из Чукотки. Есть что добавить, Владимир Викторович и Владислав Георгиевич? Уважаемый Владимир Владимирович, разрешите, Камчатский край. Буквально коротко пожалуйста. хочу добавить, что завоз осуществляется ритмично. Для нас в первую очередь северный завоз – это поставки топливно-энергетических ресурсов. Уже сегодня более половины угля завезено, и рисков для срыва завоза нет. В то же время основную сложность сейчас мы видим в связи с достаточно резким ростом стоимости топливно-энергетических ресурсов. Мы фиксируем и по углю серьезный рост, но и особенно по мазуту. Резкий рост стоимости этого вида ресурсов в последние годы при дефиците газа на Камчатке привел к значительному росту расходов наших топливно-энергетических предприятий. Я хочу поблагодарить вас, уважаемый Владимир Владимирович, за принятое решение о субсидировании разницы в стоимости мазута и природного газа. Сейчас мы отрабатываем с Минстроем и Федеральной антимонопольной службой получение в ускоренном порядке транша по итогам фактических показателей первого квартала. Это очень важно нам для осуществления закупок мазутного топлива сейчас до августа, особенно для поставок в отдаленные северные районы. Уверен, что сейчас мы сможем, благодаря ритмичной работе с коллегами, обеспечить закупку топлива и сократить разрывы в сроках его поставки. Поддержу, уважаемый Владимир Владимирович, слова коллег относительно положительного значения, которое имеет финансовая поддержка в виде казначейских кредитов. У Камчатского края в настоящий момент есть дополнительная потребность. Мы отрабатываем возможность увеличения лимитов кредита для Камчатки до 400 миллионов рублей. Принципиальные подходы с Минвосток развития и Минфином России согласованы. Просил бы поддержать это решение и поручить ускорить предоставление, потому что 31 декабря уже срок возврата кредитов, и в противном случае он не будет иметь того положительного эффекта, на который мы рассчитываем. В заключение, уважаемый Владимир Владимирович, хотел подчеркнуть, что для Камчатского края мы уже видим существенное положительное влияние Северного морского пути на основные экономические показатели. Это и проекты развития портов, существенно растет флот, увеличились объемы поставки рыбы, строительных материалов, повышается спрос на смежные услуги, включая судоремонт. По вашему поручению реализуем проект по созданию судоремонтного кластера на Камчатке. Первый этап уже завершен. Сейчас мы прорабатываем необходимые меры поддержки для реализации второго этапа, связанного со строительством судоремонтного дока совместно с Минпромторгом России. Надеемся на поддержку. Доклад окончен. Спасибо за внимание. Хорошо, спасибо. Владислав Георгиевич, есть что сказать? Да, Владимир Владимирович. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, у нас более 90% товаров и продуктов доставляются на Чукотку морем в период северного завоза, поэтому все аспекты, связанные с северным завозом, для нас крайне важны. В этом году мы начали северный завоз с единым морским оператором, компанией «Росатом Арктика». Доставка продовольствия и нефтепродуктов осуществляется в соответствии с графиком. Принципиально то, что подписано соглашение с Росатом Арктика по логистике, по неизменению стоимости на 3 года. Это ключевым образом влияет на ценообразование
товаров у конечного потребителя. Как отметили коллеги, значительной поддержкой в организации Северного завоза является схема финансирования с предоставлением казначейских кредитов. Это позволяет существенно снизить расходы на закупку товаров, продовольствия и топлива. Безусловно, есть потребность в дополнительном финансировании. И здесь хотел бы поддержать коллег и с точки зрения возможных увеличения объемов казначейских кредитов и субсидирования процентных ставок коммерческих кредитов, которые мы привлекаем. Владимир Владимирович, все мероприятия Северного завоза исполняем в срок. Спасибо. Да, пожалуйста, Валентин. Уважаемый Владимир Владимирович, я подтверждаю информацию, которую озвучил и Алексей Олегович, и коллеги. Мы действительно проводим постоянную работу по мониторингу ситуации для обеспечения бесперебойного северного завоза. Приняты все необходимые решения, которые вы поручали, выделены лимиты казначейских кредитов, они у нас практически беспроцентные, 0,01%. Все распределения обеспечены с учетом заявок, которые были поданы регионами, и удовлетворены по состоянию на текущую дату. Действительно, коллеги поднимают вопрос, вот Владимир Викторович поднимал вопрос дополнительного лимита кредита 400 миллионов рублей. Мы подтверждаем, что такой лимит есть, и коллеги могут подавать заявку, и с учетом тех расчетов, которые есть у нас, он действительно может быть и будет одобрен, как только заявка будет получена. В части субсидирования процентов по кредитам, да, такой запрос действительно от коллег поступил. Мы договорились, что мы посмотрим результаты исполнения бюджетов субъектов по итогам первого полугодия за июль месяц и подтвердим или не подтвердим те предпосылки, которые были по итогам первого квартала. А по итогам первого квартала Федеральная налоговая служба нам подтверждала увеличение доходов по всем из 3 субъектов, главы которых сейчас заявляли о необходимости поддержки. Мы видим остатки на счетах, но понимаем, что если по итогам первого полугодия ситуация изменится, мы, безусловно, будем субъектам помогать. И, конечно, Северный завоз и эти расходные обязательства не оставим без внимания. У нас есть предварительные источники, это резерв в рамках государственной программы по развитию Дальнего Востока. Он сейчас пока достаточен. Будем вместе с коллегами смотреть отчетность, подтверждение и обеспечим помощь, конечно. Спасибо. Да, Ирина Андреевна, мы с вами понимаем, что здесь нельзя пропустить ни одного дня. Это погода сейчас такая, завтра другая. У нас вроде лето пока не начиналось, а потом бум, вроде лето наступит, жара будет, а потом тук, опять морозы. И если в чем-то опоздаем, но не завезем, просто проблема возникнет. Поэтому я вас очень прошу оперативно отслеживать все, что связано с своевременным финансированием. Ну и с коллегами быть постоянно на связи. Хорошо, давайте перейдем к основному вопросу. Развитие опорной сети аэропортов. Пожалуйста, Роман Владимирович. Уважаемый Владимир Владимирович, в части авиации мы руководствуемся поставленной вами в рамках майского указа прошлого года задачей по увеличению авиаподвижности населения в 1,5 раза к 2030 году. В части авиаперевозок в 2024 году российскими авиакомпаниями перевезено 111 миллионов 700 тысяч пассажиров. Это на 6% больше показателей 2023 года. Рост перевозок на международных маршрутах составил более 20%. В 2024 году была продолжена практика субсидирования внутренних авиаперевозок. Количество перевезенных пассажиров по субсидируемым тарифам превысило 5 миллионов 300 человек. И общий объем субсидирования составил порядка 40 миллиардов рублей. В 2025 году сохраняются высокие показатели пассажиропотока. За первую половину года уже перевезено почти 50 миллионов пассажиров. В рамках субсидий по состоянию на 1 июня перевезено почти 2 миллиона пассажиров. Таким образом, можно констатировать, что наши граждане активно путешествуют, а авиакомпании успешно справляются с возрастающим спросом на авиаперевозки. По развитию инфраструктуры. Модернизация аэропортов повышает связанность регионов, что дает толчок к росту их инвестиционной привлекательности, развитию внутреннего туризма,
созданию новых рабочих мест и в целом имеет положительное влияние на социально-экономическое развитие страны. По результатам реализации национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года» введена в эксплуатацию 21 взлетно-посадочная полоса, а также 16 вспомогательных инфраструктурных объектов в аэропортах. Также ведется активная работа по реализации инвестиционных проектов по строительству новых аэровокзальных комплексов, аэропортовыми холдингами и другими инвесторами. В период с 22 по 24 годы за счет внебюджетных средств введены в эксплуатацию новые пассажирские терминалы в 14 аэропортах. С начала этого, 2025 года, уже введены 4 новых терминала в Новокузнецке, Тюмени, Петропавловске-Камчатском и Минеральных водах. До конца 2030 года в планах ввести в эксплуатацию новые аэровокзальные комплексы еще в 20 аэропортах. На сегодняшний день в России 225 действующих аэродромов. К 2030 году их количество должно увеличиться до 242. Инфраструктура почти половины из этих аэродромов требует проведения реконструкции и капитального ремонта. В прошлом году в исполнение вашего, уважаемый Владимир Владимирович, поручения сформирован фонд развития инфраструктуры, за счет средств которого к 2030 году планируется выполнить капитальный ремонт не менее 50 аэродромов и оснастить аэропорты федеральных казенных предприятий Росавиации модульными зданиями и светосигнальным оборудованием. На сегодня в фонд уже поступили средства в объеме более 8 миллиардов рублей, а Росавиация приступила к подготовке необходимой проектной документации. Кроме того, для достижения указанной цели по увеличению подвижности в прошлом году в рамках национального проекта «Эффективная транспортная система» сформирован федеральный проект развития опорной сети аэродромов. В период до 2030 года запланирована модернизация аэродромной инфраструктуры в не менее 75 аэропортах, что увеличит к 2030 году пропускную способность опорной сети аэродромов более чем на 40%. На эти цели правительством дополнительно выделено 250 миллиардов рублей из федерального бюджета. В рамках федерального проекта развития опорной сети аэродромов в том числе предусмотрены мероприятия по реконструкции и строительству 28 аэродромов до 2030 года, которые планируется реализовать с привлечением внебюджетных средств в рамках концессионных соглашений. Это такие объекты, как Горно-Алтайск, Омск-Федоровка, Архыз. Реализация проектов с привлечением внебюджетных средств позволит нарастить темпы развития аэродромной инфраструктуры и снизить нагрузку на федеральный бюджет. В настоящее время Минтрансом при поддержке правительства продвигается внедрение механизма инфраструктурного сбора, который позволит опережающими темпами провести модернизацию аэропортов, которые этого требуют, и снять имеющиеся ограничения. Аэропорты, перечень которых будет утвержден правительством, объединяются в группы в целях уменьшения роста тарифной нагрузки. Инфраструктурный сбор собирается только в тех аэропортах, которые подлежат реконструкции, входящих с ними в одну группу. Внедрение инфраструктурного сбора только в группах аэропортов позволит аккумулировать средства для модернизации аэродромной инфраструктуры и не приведет к значительному увеличению стоимости авиабилета. Соответствующий проект федерального закона, предусматривающий возможность взимания инфраструктурного сбора, подготовлен правительством. Законопроект планируется принять в весеннюю сессию. Данное решение ускорит необходимое обновление аэродромной инфраструктуры. Благодарю за внимание. Доклад закончен. Вот вы сказали, к 2030 году предполагается увеличение пропускной способности аэропортов на 40%. Ну, это большая работа в целом, да? И деньги выделены, вы назвали сумму. А инфляция-то принимается во внимание? То все удорожает и потом...
Безусловно, Владимир Владимирович, мы учитываем и темпы инфляции, поэтому рассчитываем, что на сегодняшний момент выделенных средств достаточно для выполнения вашего поручения. Хорошо, ладно. Спасибо. Главное, чтобы мы темпов не теряли. Спасибо большое.